Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать вот такой очень красивый, потрясающий узор крючком, который вяжется очень просто за один ряд. Узор ажурный, вот с такими элементами, капельками на ажурной сетке. А также он образует такой вертикальный рисунок и смотрится очень красиво. Обязательно возьмите себе этот узор на заметку. Он отлично подойдет для вязания ажурных вещей для лета, кофточек, топов. Также он прекрасно будет смотреться для вязания вещей в интерьере. Например, я хочу связать таким узором салфетку, дорожку. И сейчас как раз выполняю основное полотно этим узором. Я использую пряжу Янард Макраме. Это полиэфирный шнур толщиной 2 мм с таким красивым блеском и крючок номер 4. Но также я вам хочу показать, как этот узор будет смотреться из более тонкой пряжи Янард Бегония. Это мерсеризованный хлопок, вот такая тоненькая ниточка с красивым блеском, моточек 50 грамм, в нем 169 метров. Здесь я буду использовать крючок номер 3,5. Итак, приступаем к вязанию узора. Приступаю к вязанию узора, и вначале необходимо набрать цепочку воздушных петель. Количество воздушных петель для начальной цепочки высчитываем из расчета, что раппорт узора равен 4 петлям плюс 1 петля необходима для завершения вязания первого ряда и плюс 5 петель воздушных как петли подъема для вязания первого ряда. Я наберу на 10 повторений узора 40 петель плюс 1 и плюс 5 равно 46 воздушных петель. Набрав цепочку воздушных петель, нужное количество, приступаю к вязанию первого ряда. И вначале отсчитываем последние 5 воздушных петель от крючка, 3, 4, 5. В шестую петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее начинаем вязать раппорт узора. 3 воздушные петли, делаем на крючок накид и из той же петли, что столбик без накида, провязываем 2 столбика с накидом с одной вершины. Провязываем накид, делаем новый накид, вводим крючок в то же место, провязываем второй накид и провязываем все петли с крючка. Далее набираем 3 воздушные петли. И далее отсчитываем вот от последней точки по цепочке воздушных петель 3 петли и в четвертую провязываем столбик без накида. И повторяем этот раппорт. 3 воздушные петли. Из той же точки 2 столбика с накидом с одной вершиной. Провязываем 2 раза накид и затем все петли с крючка. 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли по цепочке в четвертую столбик без накида. Третье повторение. 3 воздушные петли. Делаем накид. И с той же точки провязываем 2 накида. Затем общую вершину, 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петельки начальной цепочки и в четвертую столбик без накида. Итак, я повторяю 10 раз. Заканчиваю вязать первый ряд и выполняю 10-е повторение. После столбика без накида 3 воздушные петли. Далее из той же петли, что и столбик без накида, провязываю 2 накида. Затем общую вершину столбиков, 3 воздушные петли. И здесь отсчитываю от столбика без накида 3 петли по цепочке и как раз самую последнюю или точнее самую первую петельку начальной цепочки провязываю
столбик без накида. Поворачиваю вязание и начинаю второй ряд. По сути, каждый ряд мы выполняем одинаково. Начинаем с 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Набрав 5 петель как петли подъема, и далее смотрите, вот перед шишечкой получается 1, 2, 3, вот на вершине последнего столбика, точнее на вершине последней воздушной петельки провязываем столбик без накида и начинаем повторять раппорт. 3 воздушные петли, накид, и с той же точки, что и провязали столбик без накида, провязываем накид, еще раз делаем накид, в ту же точку вводим крючок, провязываем накид и общую вершину 2 столбиков с накидом, 3 воздушные петли. И заканчиваем вязать раппорт. Выполняем столбик без накида. Вот следующая арочка, 3 воздушные петли. И вот на третьей петельке, как раз перед шишечкой, выполняем столбик без накида. И повторяем 3 воздушные петли, накид, вводим крючок в ту же точку, что и столбик без накида, провязываем накид 1 раз, 2 раз, общую вершину 3 воздушные петли. И заканчиваем второе повторение, столбик без накида, вот арочка, 3 воздушные петли в третью петельку, как раз перед шишечкой. Здесь лучше вводить крючок за 2 полупетельки, чтобы у нас как бы одна ниточка не растягивалась, и столбик без накида. И повторяем. Третье повторение, 3 воздушные петли, накид, и с той же точки, что и столбик без накида, провязываем накид, второй накид провязываем, общую вершину 3 воздушные петли и столбик без накида на третьей воздушной петельке из арочки. И так повторяю 10 раз. Смотрите, теперь во втором ряду шишечки у нас смотрят в другом направлении. Заканчиваю вязание второго ряда и сейчас выполняю последнее повторение. Вначале делаю столбик без накида вот на арочке на третьей воздушной петле. Последнее 10-е повторение, 3 воздушные петли, накид, и с той же точки провязываю только накид, второй накид провязываю также, затем общая вершина, 3 воздушные петли, и смотрите, последний раппорт мы закрепляем вот здесь в самом начале, набирали, где мы 5 воздушных петель, отсчитываем 1, 2, 3 и в третью петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Завершив второй ряд, поворачиваем вязание и начинаем сразу третий ряд, так же как и второй ряд. Вначале набираем 5 воздушных петель, 4, 5, закрепляем цепочку воздушных петель, вот последняя арочка, 3 воздушные петли, в третью петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Набираем 3 воздушные петли, то есть начинаем вязать раппорт узора. И с той же точки провязываем 2 раза накид, общая вершина, 3 воздушные петли, и на следующей арочке из 3 воздушных петель на третьей петельке провязываем столбик без накида. И повторяем 3 воздушные петли, и с той же точки 2 раза провязываем накид, общая вершина, 3 воздушные петли,
и столбик без накида на следующей арочке на 3 воздушной петельке. И так повторяем до конца ряда. Заканчиваю вязать 3 ряд и выполняю последнее повторение. Также делаем столбик без накида на 3 петельке арочки, 3 воздушные петли, и с той же точки столбик без накида провязываю 2 раза накид, общая вершина, 3 воздушные петли, и последний раппорт мы закрепляем. Смотрите, вот здесь было начальные 5 воздушных петель подъема, отсчитываем 1, 2, 3, и в 3 петельку провязываем столбик без накида. Вот, и формируется вот такой уголок. Далее поворачиваем вязание, 4 ряд вяжем точно так же, как и предыдущие ряды. Начинаем с 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляем их на первой арочке на 3 воздушной петельке и начинаем повторять раппорт узора. 3 воздушные петли, и с той же точки провязываем 2 основания столбиков с одним накидом, провязываем 2 накида, общую вершину, 3 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке на 3 петельки. И так провязываем этот узор. Сейчас я провяжу несколько рядов в высоту, и мы с вами сравним вот узор из тонкой ниточки и вот этот из полиэфирного шнура. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец из тонкой ниточки. Посмотрите, как изящно, воздушно, ажурно смотрится этот узор. Шикарно будет смотреться в кофточках. Можно его также использовать в отделке, добавляя такие ажурные вставки. Смотрится просто восхитительно. И в сравнении с вязанием из более толстой ниточки, из полиэфирного шнура. Здесь тоже смотрится классно для связания салфетки, шикарно подходит узор. Смотрите, как отличается плотность вязания. Здесь в 2 полотнах по 10 повторений узора в ширину, но вот такая различная плотность вязания. Здесь такой легкий воздушный ажур, здесь из полиэфирного шнура полотно более плотное, толстая, но смотрится все равно легко, воздушно, нарядно и отлично подойдет для вязания салфетки. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Во втором видео буду вязать вот такую шикарную салфетку-дорожку для сервировки стола.